Добрый день, друзья! После выхода вчерашнего видео возникло очень много вопросов. Почему я не посадила корни орхидеи, мамы орхидеи, от которых отделила деток? Давайте сегодня объясню, почему не посадила, почему появляются детки на наших орхидеях. Не детки на цветоносах, даже вместе с мамами, а именно прикорневые детки, детки из пазухи. Что ждать от орхидеи, у которой цветоносы с точки роста? И у меня на столе стоит несколько примеров. Корни я не выбросила. Вот они. Они так у меня еще и остались. Просто я предполагала, что будет много вопросов, поэтому сейчас я вам еще их раз покажу и объясню, почему отсюда детку ждать не приходится. Давайте начнем с самого популярного вопроса. Купила орхидею, не заметила при покупке, что цветоносы с точки роста. Что же с ней будет дальше? Примерно с год назад я показывала вам вот эту орхидею. Купила, наверное, даже специально, у которой сразу не было цветоноса из точки роста. У нее был... Вот цветонос был, обыкновенный нормальный цветонос. Но вот здесь начался рост, вот как бывает растут цветоносы из точки роста, выпускает листик, потом выпускает два маленьких листика. Такое впечатление, что это детка на ножке. Вот она ножка, потом вроде растут листики, а потом внезапно появляется цветонос из точки роста. И когда появился цветонос, мы точно знаем, что орхидея, листики отсюда больше растить не будет. Что же она будет делать дальше? Если у нее нет роста, она всеми возможными своими ресурсами сначала растит цветоносы. Вот этот цветонос, смотрите, он второй, вышел от этой детки. Вот этот цветонос из точки роста, а вот этот второй цветонос. Еще был один цветонос. И орхидея, я не могу сказать, что из последних сил, но из всех своих возможностей и сил растила цветы. Цветы – это продолжение рода орхидеи. Но не сами цветы, а, конечно, семена. Она ждет, что ее опылят, и она продолжит свой род хотя бы семенами. Но так как в квартире я их не опыляла, и нет у меня никаких, пчел, по крайней мере, точно в квартире нет, поэтому опыления не произошло. Вот этот цветонос второй, она его и доращивала, и цвела очень долго. В общем, это цветение продлилось почти год. Вот этих двух цветоносов. Красивая, хорошая орхидея. Такие были тяжелые цветоносы, что она из горшка завалилась в одну сторону. Я не стала ее пересаживать, потому что нет точки роста. Мало ли что может быть с корнями. Думаю, ладно, когда закончит цветение, я ее пересажу. Цветение она свое закончила буквально 2 недели назад. И что-то за эти 2 недели у меня не получилось ее пересадить. А так как сейчас у нас аномальная жара, у многих такая жара. Но для нас это нормально, но все-таки жарковато. И я точно знаю, что такие орхидеи должны дать детку. И буквально вчера стою на балконе и думаю, надо, наверное, переставить на балкон, потому что все-таки в квартире работает сплит и поддерживает температуру приблизительно 28, 27, 28 градусов. А на балконе приблизительно 30 градусов. Думаю, чем теплее, тем быстрее вырастет детка. Думаю, ладно, утром переставлю. Подхожу к орхидее, беру ее в руки, думаю, все, сейчас поставлю на балкон. И что бы вы думали, за 2 недели, после того, как она отцвела, у нее появилась вот такая маленькая детка. Вот она. Только-только появилась. Но теперь ее и пересаживать нет смысла. И, конечно, убирать с того места, на котором она стояла, тоже нет смысла.
Так вот, откуда берутся эти детки? Детки берутся так же, как и на цветоносах, из цветовой почки. А цветовые почки у орхидеи всегда находятся в пазухах листьев. Отсюда идут или цветоносы, или детки. Вот так как здесь лист уже убран один, она его отсушила, и под этим листом есть цветовая почка, и появилась детка. Это всегда так происходит. Или цветонос, или детки. Но цветоносы появляются тогда, когда у нас более прохладная температура. Для цветоносов нужно 25 и ниже градусов. И еще разница температур. А так как сейчас нет разницы температур, ну, почти нет ночной у нас и дневной разницы температур, поэтому начали появляться детки. Причем начали появляться детки у таких орхидей, от которых я даже этого не ожидала. Например, орхидея радуга. Она у меня всегда цвела 2 раза в год. Весной и осенью. Но вот из-за этой жаркой погоды у нее тоже появилась из цветовой почки, из пазухи появилась детка. То есть, наверное, хотела все-таки зацвести, но так как жарко, получилась детка. Есть мнение, что если орхидея выпускает детку, она погибает. Я не могу присоединиться к этому мнению, не всегда так. Не всегда. Орхидея растет, у нее плотные листья, она с удовольствием цветет. Но в ней, наверное, столько было гормонов. Посмотрите, какие кривые листья у нее растут. Она до сих пор не может отойти от полива гормонами, наверное, или стимуляции гормонами. Но при такой жаркой температуре, кстати, она тоже стояла на балконе. А на балконе у меня, как я уже сказала, тепло. Появилась вот такая детка. Это одна. А вот еще мои знаменитые лодочки. Обычно они цветут точно 2 раза в год. Весной, осенью, зимой. Ну, как только отцвели, они же цветут лодочки. Это же мини-орхидеи. Они цветут всего месяца 2. И обязательно к лету пускали следующие цветоносы, потому что они отцветают где-то в январе. Первый раз отцветают в январе, потом зацветают где-то в июне. Но в этот раз цветов нет, зато детки есть. Даже на мини-орхидеях. И эта детка уже побольше. Наверное, скоро начнет расти и корешки. Вот так складываются для них условия. Ну, корни. Корни заодно посмотрим, какие они растят в лодочках. Очень много, когда 3 орхидеи посажены в такую небольшую лодочку, очень много корней, и придется их, наверное, пересаживать. Но пока растет детка, я трогать не буду. Для того, чтобы сделать пересадку в таких лодочках, нужно, чтобы детка дала корни обязательно. И вообще, если смотрели вчерашнее видео, я ссылочку оставлю на это видео. Из вчерашнего видео понятно, что вот эти 2 детки, одна большая, а другая, ну, чуть меньше, но тоже очень хорошая детка, они у меня росли почти 1,5 года. Все время спрашиваете, а когда можно пересадить детку? Прямо хочется ее отделить. Да чтобы детка начала хорошо расти, ее нужно отделять с большими корнями, с хорошими листьями. Тогда она хорошо приживается. Вот таких малышей, даже если они дали корни, отделять от мамы не стоит. Это будет маленькое-маленькое растение, которое вы будете растить и 2, и 3, и 4 года до взрослой орхидеи. Хорошо, если она дорастет до этого. А то они такие еще нестабильные, эти маленькие детки. Запаситесь терпением, пусть детки вырастут и станут более крупными. Тогда ее можно отделять. И, конечно, с хорошими корнями. А вот есть еще одна орхидея. Я вам ее тоже много раз показывала. Она сначала была реанимашкой, потому что мне ее подарили в таком состоянии, ну, практически в убитом. Но у нее тоже цветоносы с точки роста. И посмотрите, что сделала эта орхидея.
У нее был цветонос из точки роста. Потом из-под этого листа она выпустила цветонос, но пробила вот этот лист, и цветонос тоже вышел отсюда. Опять вышел в точку роста. Потом она выпустила еще один цветонос. Вот он. У нее был вот здесь цветонос. Сейчас вот здесь не покажу, но здесь тоже есть пенек от цветоноса. Вот эта орхидея задействовала почти все свои цветовые почки. Она у меня больше года. И ждать от нее детку можно еще лет 5. А можно так и не дождаться. Потому что если все цветовые почки задействованы под цветоносы, ей неоткуда растить этих деток. Не из чего. Мы же знаем, что если просто чисто корни, от них не будет деток. Детки идут только из цветовых почек. Или цветонос, или детка. И возвращаемся к этим корням. Я вчера показала, что от нее был молодой корешок. Но при ближайшем рассмотрении этот корешок был на детке. Просто он пророс между корнями, и когда я обрезала, я его с деткой вместе не отрезала. Потом он просто отвалился. И вот при рассмотрении внимательном этих корней мы видим цветонос, цветонос. Здесь была болезнь. Детка, которую мы вчера отделяли, и еще одна детка, которую мы вчера отделяли. Вот они, детка цветонос, детка цветонос. Вот они цветовые почки. Здесь и здесь. Нет больше цветовых почек у этих корней. Не из чего расти. От корня детка не образуется. Корни старые, нерастущие. Можно посадить, лет 10 подождать. Если случится, я не знаю, какое чудо должно случиться для того, чтобы эти корни дали детку. А еще, если есть корни, но нет ни одного листика, даже если вы будете поить эти корни водой, листики должны испарять эту влагу. И вот если я ее сейчас посажу и буду поливать даже раз в 2 месяца, ну, во-первых, деток дать не из чего, а во-вторых, корни все равно сгниют. Я как-то рассказывала, как взаимодействуют корни и листья, и ссылочку на это видео тоже оставлю в правом верхнем углу экрана. Поэтому нет смысла заниматься этими корнями. И нет смысла ставить эксперименты. Потому что этот эксперимент может быть только из области фантастики. Поэтому я их и не стану сажать. Но остальные детки, мы с вами точно будем знать, что если температура более высокая, из цветовых почек идут детки. Если температура ниже 25 градусов, то обязательно будут цветоносы. Лето заканчивается, скоро начнется разница температур, вот природная разница температур, на которой орхидеи зацветают. Будем ждать, ну, во-первых, роста этих деток, а во-вторых, выпуска новых цветоносов и цветения орхидей. Если остались вопросы, пожалуйста, задавайте. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале!